Доброе утро, Башкортостан! Доброе утро, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся в татаро-башкирскую семью. У нас с вами сегодня будет очень интересный и насыщенный выпуск. Присаживайтесь поудобнее, вас сегодня ждет все самое интересное. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Сюда мы с вами вернемся чуть позже, а сначала посмотрите, как все это начиналось. Сегодня мы с вами просыпаемся, как всегда, очень рано. И из Казани я сейчас еду в Башкирию. Хочу вам показать, как живут у нас башкиры в Башкирии. Давно вы все просили, чтобы я показала. Вот сегодня будет видео о башкирах. Как у вас настроение? Напишите, пожалуйста, мне. У меня вообще роскошное. О, видали что? Вы же еще не знаете, что со мной. У меня гипс. Знаете, как болит? Ну ладно. Мы с вами доезжаем, забираем моих друзей. Ничего, Аллах'a шүкір. Қатыныңыз қайда? Готовы? Да. Аллахиға забираю. А сіз Аллахида қаласыз? Мен Аллахида қаламын. Да? Куда денешься? Сейчас жену у него забираю, говорю, ну все, жену забираю, вы один дома остаетесь. Бірақ марканы шақырмын. Файруза апа, ит тұра. Че халлар? Әйбә. Накрасилась, еріндері қып-қызыл. Че, Аллахиға қаламын? Муж остается один дома. Бір күн нештерім мекен? Что ж я буду делать-то один здесь? Сейчас еще надо заехать в магазин, купить гостинцы. И сейчас мы в ночь выезжаем в Башкирию. Что, друзья мои, время у нас 2 часа ночи. Мы с вами доехали. Ауырмадыңыз ма, Файруза апа? Жоқ. Все, келіп жеттік, 300 метр қалды. Вы үйлерін білесізме? Вы дом знаете, нет, как у них выглядит? Не знаете, да? Ищем. Башкиров, наших родственников. До конца маршрута 200 метров. Спасибо. Ну что, мы с вами доехали, а вот сейчас мы поймем, этот дом или не этот. Света нет, ворота открыты. Спят, наверное, 2 часа ночи-то. Свет загорелся, это наш дом. Киттік-ма? Уйған. Затекло все. Я тоже зря поеду. İsenmisiniz? Yok teptalar. İsenmisiniz? Haller dişek. Allah'a şükür. Bırak kuzunu yok teptalar. Ослепили, говорит, меня ослепили. Bunlar kallar yapılır. Evet. İsenmisiniz? İsenmisiniz? Bu kuştanışlar, gostinцы, ipiler. Tanışabız mı? Benim ismim Elvira. Sizin isminiz ne? Радик, а вы зовут хозяина дома, а сіз? Расима папа. Расима апа, мен Эльвира булам. Очень приятно. Все, приехали мы погостить сюда. Это же Башкирия? А сіз башқұрт бар ма? Метиска. Кім білен? Татарка метиска? Ой, татарка башкирка? А сіз? Анем татарка, атеем башкыр. Yazılған ол башкыр. Мы, говорит, так-то башкиры написано. Че, говорит, тапочки не одеваешь? Я говорю, я босиком люблю. Тұрған мұншаға жіберген екенсіз. Мне тоже 2 часа ночи, говорит, в баню вас отправлю сейчас. Сағат 2 уже. Яңған мұнша Иртеге? Завтра в баню пойдем? Какая красота. Некоторые вещи. Это же башкирское все. Очень красиво. Все, надо открывать бизнес. Балалар келелер де мында басалар да пәтле бит былай тұрып көтерге құшам тегелерге. Мында басалар да мен балам жылмая сызғанда басқан вақытта. Мында порядкаға басалар да мында тик кенә тұрасыз балам. Каждый неде бір движение шлелер. Она говорит, когда ко мне приезжают дети, я говорю, вот на этот коврик наступайте, на этом кругу. Улыбаетесь. Улыбаетесь. На этом кругу, вот здесь вот. Вы должны быть как лебеди. Вот можете даже по рисункам посмотреть. Например, Это цыпленок. например, на этом кругу вы должны молчать, тихо стоять. Мында килеп пышкыралар. Өзің әлі 7 лет исполнилось. Каждый коврик что-то знает. Азаматка 13 тоже так же делает. Да? А я Света. Всех внуков, говорит, вот так по коврам гоняю. Лишь вы на телефоне сидели.
Правильно, это вот правильно. По-всякому отвлекаю. Чем бы сейчас дитя не тешилось, лишь бы в телефоне уже не сидела. Ойнаған. 2 часа ночи. Жизнь начинается, Юля. Кому ландыши подарил? У меня во дворе растут они. А, да? Не садись, говорит, на уголок, а то замуж не выйдешь. А здесь уголка нету. Уголка нету там. Круголок. За круголок садиться тоже нельзя, замуж не выйдешь. Сразу садимся чай пить, из печи достали пироги. Смотрите, здесь различные угощения у нас. Сейчас будем угощаться, чай пить. Я говорю, Фейруза апа, чтобы одна не ехать, меня Казаннан чакырды, да? Чтобы меня или там к родственникам. А сіздің яшау қозамдамын. Казанда. Я говорю, Фейруза апа, вообще же хитрый жук. Чтобы к родственникам поехать, Эльвира, Айдакиль, поедем к родственникам. Первый раз я буду пробовать пирожки с ревенью. С ревнем инде, с ревенью. Ой, татар болдым с ревенью. Когда что-нибудь первый раз пробую, обязательно загадываю желание. Надо в этом году выйти замуж. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Радик попробовал съедобные вивинды. Они сладкие? Сахар добавляешь. Нет, баллы. Они кислые же обычно. Чуть-чуть кисленькие, сильно сладкие. Песок, да, и... Необычный вкус. Ну, Тесто сытальное, тесто вкусное. Все сами делайте, Эмма, варенье. Все. Ага. Все сама. جعلني من المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين امين الله اكبر. Рахман Бекзов. Темно было, все, чай попили, а это уже отдыхать. Вчера Сима пора помогать, я с посуду Какой молодец, смотрите, встал со стола и сразу он быстренько посуду помыл. Вот Он это. у меня полчетвертого разряда Да? армейский. Я удивилась, какой молодец. Когда гости приезжают, полный котелларны пішірі. Кәмінеке тесто. А у вас когда с собой посуду моет? Моет, когда захочет. Это у нас называется красные спальни, говорят красная дети. спальня? Смотрите, как красиво. Все, я вот эти Вышивка. все убираю. На праздничных подушках нечего спать. Красиво. Подушку. И пилеробки. Ого! Кумеш ейтілемі? Кумеш. И кумеш міне элекке. Ага. Рахметке батарея задевать шампунь. Она курдыгыз мı? Переживать ейтілі. Рахмат. Все. Через полчаса вставать надо. Все, выключаю свет. Ты когда еще Фейруза посплю? Ты на щеку Фейруза. Хорошо, да? Хорошо. Ну, да, вообще хорошо. Иди к снегу, хвалос. А я этот что-то спать-то неохота. Вот я же на этом месте первый раз сплю. Что надо сказать? На новом месте принеснит жених невесте, Эмма? Да. Ждем жениха. ولكم عذاب عظيم عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Şeytan namaz.
Всем доброе утро, мы с вами проснулись. На новом месте приснился жених невесте Айтенби. Вообще никто не приснился. Жениха не будет, что ли? Наверное. Наверное, ага. Срочно ищем жениха мне, наверное. Наверное. Женихов полно. Да? Лишь бы желание было. Где полно? Нет уже? Секря, вон да хазер. Я же говорю, Убавилось, говорит, на 5 сантиметров. 5 сантиметров убавилось и никуда не достаю. Куда раньше доставала, сейчас не достаю. Доброе утро. Так, ты ему пью, чтобы гемоглобин поднять. Пусть она еще покойники сидят. Это же куштаныш ипи. Мужики саргат ешаны. Да? Мужики сергатишь? Нормально. Оказывается, существует примета такая, чтобы был в доме достаток, хлеб должен резать мужчина, да? Да. Смотрите, какой у нас хлеб в разрезе. Вообще шикарный. Тьфу-тьфу. Эверчик-то. Думаешь? Пусть она хлеб. Да. Как запах сразу. Пирог щеп. Шарлотка с яблоками. Яблоки сверху добавляю. Интереснее же так. Красиво. Мерседес на завтрак. Шонка. Шонка, каша. У нас каша с маслом. Масло у нас, похоже, здесь домашнее. Смотрите, какое красивое масло. Побольше маслица. Чтобы настроение было хорошее в кашу. Директор тотна, он не будет темно. Какой у нас вкусный завтрак. Каша, яйца домашние. Шарлотку сейчас буду пробовать. Вообще вкуснота. Бетуней перношима, все ест ваш муж? Все кушает. Да? Не капризный, ничего? Нет. Капризничает, сам готовит. А, да? Повар. Я вчера всю ночь лежала, знаете, зачем уснуть не могла? Я все думала, какая вы красивая пара. Я на вас смотрела вчера с Неужели? таким восхищением. Да, очень красивая пара. Вы какая статная, Спасибо. красавица. Пара. Мы Под стать. очень довольны в этом возрасте так выглядеть. Bu almalar yerken. Ну, Шикарлюк, что Bak такое burada neyim еще? onda? Как он у вас такой заботливый еще муж, да? Даже сейчас она чай всем поставила, себе не поставила. Он говорит, а себе чай где? О, замечает. Да, замечаю. Пирожки Нәрсе попробуем. Половина? Ну да, без молока вкусно. Шуларда ошарға ярамай бит ул. А? Шуларны да ошарға ярамай. Дай, говорит, половину попробуй, вторую половину мужу отдала. А мы банан пополам делим с утра. Да? Да. Яблоко делим пополам. А вы выпечку любите, сладкое любите? Вероятно, Bak люблю. да? Да. Всегда говорят, добрые люди сладкое любят. Манной каши детям сваришь побольше, сахар ложишь, он может все слопать. Mina muslimin. Rahmeti karşıma rahmin. Рахмат, бектамна болды. Очень вкусная еда была. Шайға шылады енді қазір. Мына мында курицалар. Гел питание менің қазір курица ретінде. Мына тігінде. Тегесі мынсы. Мында нелер. Котлетлар готовыйлар замороженный. Мынаулары міне. Конечно. Талина. Muşa eybet yoğulgan готовый. А у нас уже баня готова, если что, Да. говорит, в баню идите? Мозги не работают же. Зачем? Қияр деп язып қоямаймы. Ага. А ты не отырсам. Мозги же, говорит, не работают. Написала огурец, а посадила дыню. Ага. Все, закрыли огуродыню. У вас такой огород аккуратный. Теплицу сама шила. А эти арматурадан бабай дугаларын сделал. Пошло с 1000 рублей вот это вот. А так, если покупать, сколько стоит? 20-40 где-то. Офигеть! Она экспериментальный в этом году вверх ногами посадила, видишь? Вот я смотрю в интернете вот это, да? Да. Потом скажете мне, помидоры вверх ногами сажают, и да, висят помидоры. Да. Я в тоже мою хочу голову. экспериментальный Вот в этом посмотрим, ага. году. Да.
цветочков много. А кто в огороде работает? Бабай копает, я говорю. Ага. В этой семье все обязанности четко распределены. Бабай копает, я сажаю. Вот такой вот у нас аккуратный, красивый огород. Ох, а ландышей сколько. Ландыш я биыл обновительный вещь, ведь уже қарап düşер. Везде лебеди, лебеди. Даже вот здесь на стене она нарисовала лебедей, смотрите. Они же верные птицы. Вот вы поэтому как два лебедя, да? Всю жизнь. Сколько лет вы женаты? 48 малин. 48 лет. Машалла. Представляете, 48 лет они женаты. А сколько детей? 4. 12 внуков. А когда поженились, в каком году? 78. А день рождения у жены когда? 4 февраля. А мужа? 30 апреля. А познакомились когда? Познакомились в 77 году. В 58 дома. В 77 году познакомились. 78? 10 декабря. Не в 78-м, говорит, что ли? В 77 году. А где познакомились? У него в деревне. Я подруге в гости поехала. Ага. Сразу влюбился и ухаживать начал? Сразу и... С первого взгляда? С первого взгляда влюбился ими. 10 декабря познакомились. 31 декабря вечером в Уфу приехал. Замуж предложил. 4 февраля. Через никах 20 читали. дней замуж предложил, а никах 4-го читали? 4 февраля. Через 1,5 месяца никах читали. Вот это да. Сколько вам лет тогда было? 23. А сестре? Мне вчера 29. 28. А мне, говорит, сколько было? 29 ему было. А сейчас вам сколько лет? Сейчас мне 77. Вот это красавчик. И этот 77. 72 где-то. 72. 71 мне. 71? Чего увеличиваешь год? Прибавляешь мне. То есть вы хотите сказать, вот так девушку увидел, сразу надо никак читать, да? Сразу любовь должна быть. Ну, а суссаң болмай битін. Жалдырық мойындан. Нельзя тянуть, говорит. Пока горячо, пуй. Потом поздно будет. Ну, и Ну, он такой характер хороший, да? Я смотрю, у вас тоже, конечно. Но он вам и помогает во всем. Как? Секрет какой? Вот, чтобы вот такой был муж. Как надо сделать? Жена должна уступать большинству. Да? Она уступает, что Только ли? не ей уступать. А я подумала, что муж у вас уступает. оба Оба уступаем. уступаем, да. Он тоже уступает. Я не тем везде. А кто больше спорит, едят? Он спорит, я доказываю. У вас ты Сломя голову доказываю. доказывает, не можете уступить, да? Нет. Они говорят, терпение, надо уступать. Я, говорю, сломя голову доказываю. Доказываю, я доказываю, да, доказываю. Но все равно я права выхожу. А, да? Большинство. Ага. Он любит спорить. Я люблю спорить просто. Так. Мгм. Правильно, неправильно спорим. Среднее образование біткенде тракторист берділер бізге Ага. права. Вот, трактористом работала ему. До армии. Ну, после армии уже МВД доследом после армии. Да. Пожарник был, инспектор. Армияда специальность получил, там учился армиями. Повар. Мгм. 4 разряда. Повар, тракторист, пожарный, Потом, идеальный муж. Вот потом- это, да? Бани меня буяқтайын. Муча, да? А я. Она Да. много Горелка. пошла. Ой, как пахнет оно. В 15 году построили. Вдвоем. Вдвоем построили? Баню. Вот это все, ремонт вдвоем. Молодцы, богатая баня. А Радик света нет, что ли? Есть. А, есть. есть. Тут у вас полноценный дом же? Сват из Уфы приехал зимой. Здесь жил, что ли? Зимой приеду сюда жить. Смотрите, какая огромная баня, красивая. В 15 году построили, да, все уже гниет. Все Нет, применять вот идеальная баня у вас. Менять надо. Красивая, чистая. Это я тоже сам делал, да. Вы сам делали? Да, да. Иголка Ну, в старый уже. Я знаю, вот так. Да, ветеринарная Да, иголка. А как, кем sizni үйретті? Нет, я это. Ha, bizning bir sosid bor edi. Xaxol endi u. Birga yashadik. Mana shu ular shimishlilar, ona yuradi. Типа вот это вот солнышко. Это на белый материал сделали, короче. Было солнышко. Смотрите, это какая-то удивительная семья, с которой нужно брать пример. Все делают вдвоем. Муж ковры ткет, посуду моет, баню вместе строит, теплицы сами построили. Еще дом построили. Да, дом построили. Да. Смотрите, какая аккуратная дровница у нас.
Нравится. Уже рубить еткен, уже мусорить еткен бабай. Ну, ушла идея, ну. Он доходит. Я здесь полы мою. Он мусорил уже. Бұлар шырмаларын. Ворчит ему сізге? Хотын сізге ворчит ему иногда? Там еще Ворчит ма? Ворчит ма жена на вас? Мар-мар келеме? Ну, я кельмею. Нет, нет. Нормально. Я говорю, жена ворчит на вас? Она говорит, я еще как ворчу. Муж говорит, нет, нет, не ворчит даже. Не ворчит. Если вообще я не выдержал бы. У меня характер такой. А за что вы ее полюбили? Ну, не знаю, да. Кто знает там за что. Не поняли? Влюбляешься, и все, и любовь, Ну ты увидели в красоту, влюбились мы, в душу влюбились мы, или вот, или сердце как-то там что-то делает. Вот как это происходит? Ну, это так, если это было видно, я было. Так же, говорит, не объяснишь. Курдин, влюбился, все. Пришел, увидел, влюбился, забрал. А подарки делаете жене? Какие подарки? Хорошие. Ну, да, я хочу, а она не хочет подарок что-то. Иногда цветы дарю, Цветы дарите, да? Дарит. С вашего огорода? Раньше покупал, сейчас с огорода может. На день рождения машину покупаем. Кому? У меня 7-я машина, я 45 лет за рулем. Да вы что? У меня 7-я машина это. И он вам машину дарит? Да. У него тоже 7-я машина вот во дворе стоит. У меня просто вот все. Сузляр, я в восторге, я восторгаюсь этой семьей. Именно юбилейларға. Какую машину будет дарить? Какую машину будете дарить? Да подарил он же. Какую? Сузуки последний у меня. Сузуки. На джипе ездила, Рено Логан ездила, на 4-ке ездила. А вы какая-то богатая, что ли, семья? Ну, работали? Я 4 магазина держала. Я по профессии фактически продавец. Торговый окончила. 4 магазина держала. Сейчас мусульманский магазин у меня был последний. 6 лет тому назад сдала, продала, короче. Старшей дочке двухэтажный дом построила. Помогали. Хорошо помогали. Второй дочке дом построили. Сейчас она переехала туда, там живет. Третьей дочке 3-комнатную квартиру купили в Уфе. 4-й дочке купили 3 года тому назад 3-комнатную. У меня своя однокомнатная там. Эти цветы раньше дома росли, я помню. Оказывается, очень красивый цветет. Да, Вот я такой знаю. вот цветы. длинный, Да. красивый цветок. Клубника. Это кто так придумал? Роза. Олар мидә утыртты. Туңған быял. Минем асы туңмаган. Кайтып утыртсаң, үсмәгән. Бүләйләкме? Айсты. Леякпа. Он же? Миндә дә бар, миндә уйладым, мен шуй бар әйтәм. Мында миңа кірмәскә кушалар балалар. Не? Зачем? Матыгы белән чәшкәләрне кисәсең, сюда не заходи, мама диләр. Дети не пускают Будет сюда. не Ә буны чәчкә. Кайсысы? Менә вак. Ваклармы ни? Әйе. Исемен алар апкайталарда утырталар. Ойгөл же ботанический садта научный сотрудник. Дочка, да? Да. Ага. Старший. И она оттуда красивые цветы привозит, да? Вот это да. Если что, рассадную лоб китебіз. Ап китәбез. Да. Әйе. Файрузапа у нас же тоже искусница. Вы помните, когда мы у нее были в гостях? Дом весь изрисован. Там у нее тоже что только нету. И лебеди. Ну, сейчас новый забор поставили, нету? Камеру, чтоб не попал. А вы когда с женой чуть-чуть там поругались, поспорили, что вы делаете? Что мы делаем? Молчим, сидим инде. Сидите, молчите, да? А я фильм вспомнил, где Андриана Челентано с Арнелло Мутти. Он дрова бежал рубить. И у вас дров много, поэтому думаю, просто сидите, молчите, а кто первый мирится? И она, и я инде. По очереди. Поэтому же он айтылган бит. Беренсе болса, аузына су кап деген, или намаз укы деген, или Кур'ан укы. Он же говорит, есть же такая поговорка, если что-то случилось, или в рот воды возьми, или намаз иди почитай. Sen namaz çitать надо. И Кур'ан. Угу. Сіз, если что, или су қабасыз, или намаз оқисыз. Если что, намаз спасает, или вода спасает.
Подолгу молчите? Если это недолго. Сколько? Минут 5, например. Вот, 10, может 15. И всё? Так, ошу шықты екен деген әйме, үйде. Только разозлился, если дома? Ошу шықса кіші кіші тиілеген хүкімінде бола. Если только злость случилась, человек с ума сходит сразу. Ну, как человек... Ну, тилине. Тиілі кіші бола. Дурачок инде, дурачок. Ай, дурачок бола. Onun için o kişiге endəşməsə керек. С ним лучше не разговаривать. Endəşməsке, теге хатын әйте екен біздің, әтіге біздің онасының кім екенін, біздің бабасының онасы кім екенін әйтеміз екен, bu теге участқа йөріп, утын ташаны көп бола. Мы же потом, говорит, начинаем ругаться, и это как в костер дров подкидывать, только разгорается. Если подкидывает әйме, учақ зурая. Огонь становится огромен, если дрова подкидывать. Учақта ішілі керек енді, Тушить? endəşməsə керек. А что надо делать, чтобы потух костер? Не обращать на него внимания. Endəşməsке. И şu vaqtda ona tınışlıq bolar. Угу. Только в такой момент наступает тишина в доме. Последний раз, из-за чего с женой спор ваштығыз? Вот последний раз, например. Мына спорт кетеміз қошақта спор. Қызғанасыз, да? Бұл айда мен бір іші башлаймын. Да. Бір іші башлаймын да, оңа ұшамай, например. Ага. Мене қиық болғанда енді, мен обычно бір ішлесем қиық бола. Вот, например, я начинаю какую-нибудь работу делать, она подойдет и мне обязательно скажет, что-то не так ты сделал, что-то вот не получилось. А он говорит, я знаю, что у меня так и так не так получилось. Не қойдым мен. Янған біздің суйдалтқышы, водонагреватель. Водонагреватель сгорел последний раз. Сгорел, я вот все уже сделала ими и повесил. Я его починил и повесил. Он не в видном месте ими. Ага. Он говорит, криво поставил. Жена подошла ему и говорит, ты же криво его повесил, он же, говорит, не в видном месте был. Из-за этого поспорили, да? Ну, я все это обратно поставил, я ему говорю, вот как нормально. Это как давно было? Это вот позавчера. Позавчера. И тут у нас казан, разжигаем огонь. Молоко, яйца. Сода, соль. Сода, наверное, это. Сода. Расима, знаете, что хотела спросить? Когда последний раз с мужем спорили? Всю жизнь? Из-за чего спорите? Не, потому что когда не так, был не так, не так. А кто так говорит, это не так, вы или он? Я бүтін инициатор. Я. Инициатор талашу я. Все по-моему должно быть. Я самый старший, после меня 5 мальчишки. Я с малых лет училась командовать, чтобы подчинялись мне. Я тоже люблю командовать. По вам по всем видно, да? Я командую, чтоб все было по-моему. Ага. Я сказал, сразу сделай. Позавчера приехали внучка Рэйме, пельмени сделала. Последние пельмени были, сварила. Венера сидит на телефоне. Венера некогда, она не выходит. Я всем пельмени положила. Те съели, на нам еще надо. Венера всем по 2 штуки разделила. Венера вышла, надо было вовремя выйти. Некогда ей, доиграет игру. Сколько лет-то Венере? 25. Большая, да? Потом рожки отварила. Голым рожки будешь кушать? Я нет, не хочу, я сытый. С мужем последний раз зачем спорили? Вот последний раз, помните? Вот этот кран поменяли. Ему кран нравится сгибающий, пружинистый. А мне нравится вот такой, чтобы можно было кастрюлю поставить. Ага. Топ ненадежный же. Ага. Сгибаешь туда-сюда, быстро портится. А это все на месте и крепче. И по-своему сделала. По-своему выписывала по зону. Ну вот вы видите, да, какой кран стоит, и все-таки все по-своему сделано. Как мама хочет, так и будет. Дети заказали, по озону получили. Так, ладно, олак перевеем. Масло добавляем немножко. Угу. И мука надо.
вы мириться? Он молчит. Он, наверное. Он Я не- не кричу, я просто говорю. Стою здесь, посуду мою. Он подходит, сзади меня этот тупканда. Обнимать это. Все что-то в последнее время меня внимание обращают на синари. Вот это да. Оттырама картлығында салқын қараса хатын. Әрбір қылған ғамәліңнің дұршап аласың хақын. Ой, везде порядок у нее, везде порядок, Мирайта. Вот это ставим, это поднимаем. Я не люблю шум. Порядок у меня. Плохой характер. Как папа тебя выдерживает, мам? А дети тоже так говорят? Да? Ты все, говорит, приказываешь. Фейдуся, какая шулда. Мама попала мне? А шамок сырым. Самое любимое блюдо. Игоротхан и гуляш. Гуляш? Гуляш. О, гуляш любимое блюдо. Насың щи борщ. Щи борщ. И топлашлаш. Любимое блюдо жены, давайте узнаем. Ну что ж знаете? Что ты там еще ешь? А как думаете, как думаете? Випшига ножи не люблю. Все, что я приготовлю. Она все ест. Я вижу сызным фартук, да? Тоже сами вышивали. Да. Смотрите, какая она рукодельница. Взгляните, какие здесь цветы. Все своими руками сделала. Тоже сама рисую в этим. Сама нарисовала лебедей на доске. Я не умею рисовать, но с завтрашнего дня начну лебедей рисовать. Я тоже хочу верность. Да. Одну пару на всю жизнь. Да. Никакта булдырали нейлерге. Бұнытқа тоже мен айтамын біз яшәгіз сыман етіп ұзақ елдар бірге яшәгіз. Тоже стихотворение написала. Стихи пишете, да? Ну, я авторша стихов. Ого. На каком языке пишете? На татарском, на башкирском, Вы, значит, иногда на русском. Играю на кубызе. У меня свой диск здесь выпустила с моими песнями. Ничего себе. Кайбат на диск выпускать? Очень дорого. Сколько стоит диск выпустить со своими песнями? Ну, диска, да, свои парни выпустили. Сколько обошлось? Так, где-то около 10 тысяч, наверное. Здесь у нас картошка, фарш, лук, Чеснок. чеснок. Сейчас еще нарежут лук. Ой, все, глаза потеть начинают. Нет, нет, здесь этот лук был. Перец. Я не плачу, глаза потеют. Не плачь, девочка моя. Я не плачу, потеть Тейлор. Там вот добавили еще перец, Не плачь. чеснок. Бахбалиш с моими слезами. Без соли не пойдет. И солим. Вот такая вот начинка на вахбалеш. Я бегу, хатмейм, а то не тер. А я подписано было. Сливочное масло добавляю. Большой там добавляю. Мне? Бәрәкләп. Тапылды. Сен, может, мақұл етіп ясайсыңдар. Ой, темно хорошо, не буду. Самые вкусные вон они эти видят, потому Потому что потом что было и легко. Смотрите, как красиво они подворачивают вахбалеш. У вас красивый получается. Научите меня тоже, а? А это, в общем, тебе. Ты вот начинаешь и вот постепенно собираешь вот так. Ага. Когда я именно меня. Угу. Смотрите, как у меня получилось. Получается. Сама кушать буду, да? Помним. Вот такой вахбалешек у меня получился. Ну что, как получилось? Я думаю, хорошо. Хорошо. Взяла шашечка, верно? Бирали сегодня. Яичко по 80 штук, по 90 штук по соседке покупаем. Постоянно. Она не вермотала. Почем яйца? 90. 90 рублей десяток, нормальная цена. У нас 100. Это смазать сверху. Чуть-чуть молочка можно добавлять.
Вот крышка шаг полда. Ешек болды крышка, самый размер. Ну, я надо что игра пишешь. Қайын башым ішлеп неттім, әлі нәрсе izləyənkənçe. Ну, у тебя вообще тоже красиво получается. Спасибо. От вас похвальба это неожиданно же, я так понимаю. Вот. Ой, красота. Это еще лучше. Ха. Не отличишь от меня. 25 штук я им доменим. Да. Шпишмак раз имеем. Альбина вак балашин любит меня. Форма тоже, видимо, имеет значение. На ней мне вак балаш надо говорить. Не шпишмак, а вак балаш надо. Имеет уж, наверное, форму. Балварга вот какие-нибудь... Мне мама всегда делала с рисунками блины. Просто в сковородку вот так вот делает и говорит, угадай, что это я сделала. Так фантазию развивала. А я не кушали раньше. Блинчики делала медпижулка. Ага. Побольше манса баласа, манса онаса. Да. Мне кажется, у меня получается просто Очень идеально. красивая. Яйцо с молоком мы перемешали и сверху смазываем наш вакбалеш. Чтобы он получился у нас красивенький. Красивенький, блестящий. Да, чтобы. блестящий, глянцевый. И все, вакбалеш почти готов. Мы сейчас доготовим и в духовку. Обворожительная. Смогу ли я с гипсом? Bak, как раз поморозитем балары. Bir yarım kenşen. О, Вот такие сеньки вот ваша матуша. Миниками? Ой, Касыш kenşikler min такие. ногтем. Тык-тык, Стэн. Мен боясым мен. Да я и так он разница. Юг меланички осырга. Ой, как приятно, что у меня спрашивают, как делать. Вот, готово. Сверху также мажем яйцо с молоком. И у нас будут глазированные. Рахмат, мы сразу асхахуямма. А я положу. На 200 градусов на 40 минут наши ушпышмаки, вакбалеши отправляются в духовку. Смотрите, какой у нас красивый фартук. На свадьбу берут обычно невеста Лара. Да? Да. Лебеди здесь. Ну, все, как вы любите. Я хочу померить. Чуть Файруза, подайте померить. 800 рублей. Ручная работа, вы представляете? О, башкирчама то тарчама. На кого-то больше башкирский, то, что Еще глубоче. будешь, что ли? Еще будешь фоткаться? Мы хакана отошла, мы. Не надо. Она говорит, давайте ценник уберем. Не надо. Вот все смотрите. 800 рублей. Ручная работа. Вышивка, смотрите. Вот. Давайте с этой стороны покажу. Как аккуратно вышито. Так, Ничка, ну. Смотрите, как красиво. А это как называется? Тушлик. Тушлик? Это нагрудник, значит. Нагрудник. Смотри. Дим бойының мен роның формасы бұл. Дың-буйның Мен рон. мыңрон. Мен рон. Это тоже продажи? Да, стилизованные нагрудники. И сколько стоит? По 2000 поставила По 2000? я их. Да, стилизованные эти. Мыналарында мына бисмі Аллах Мухаммад деп yazılған. А это для чего вообще нужно? Раньше башкиры носили. А сейчас это как декорация, как украшение? Да, стилизованные. Я сегодня Мыналары тоже ақ хочу. глазы. Одевайте на Баш. Вот это красиво. А это сколько стоит? Бұлар по 5000. По 5000. Хаситаны для себя делаю. Цены нам тоже говорите, чтобы мы знали. Хасита, это недоделанные еще. И сколько он стоит, когда доделается? Дальше 7000. Дальше сюда деньги надо все. Это вот так вот одевается сзади. Угу. А это для чего служит? Тоже. Бұлар обычно спереди вот это одевали стреладан защита. Да? И вся богатство у невесты, все вот эти вот украшения у них было с собой. В случае развода они имели право полностью свое богатство увезти. Да, всегда на себе, потому что Всегда оно... на себя, потому что... Вот по-любому какая-нибудь копейка здесь стоит очень много денег. А где вы их взяли? Я раньше забирала их, но много. Еще много есть.
Смотрите, вообще, да? Да. Все богатство женщины, считай, на груди. Намынса, кошмал. Это одевается на голову. Тоже вот это вот сохраняет позвоночник женщин. Да? Нагрудник сокол, сзади это, чтобы равновесие было, они до 6 килограммов были. Мне кажется, я как воин в кольчуге. Да. Еще? Вот это вот, если отсюда одевать, Ага. Вот так выглядела башкирская девушка, да? да. А мой головной убор сколько стоит? Головной тоже где-то 7. Есть разные, но у меня украшения лаврные богатые, деньги, конечно, ценные. Но знаете, я много где езжу, много где бываю. У вас, если честно сказать, цены очень дешевые. Дешевые, да, очень Да, дешевые. да. Ну, вот эти. А давайте мы, знаете, как поступим? Я всегда, когда хожу к кому-то в гости, если человек дома что-то умеет делать своими руками, я всегда оставляю его номер телефона в описании к видео. Я уверена, что у вас будет очень много заказов на такие украшения. Может быть. У меня вот так вот, чтобы равновесие было, да? Да. Спереди, сзади вот эту вот тяжесть носили и сохраняет позвоночник. Спереди сохраняет сердце от стрелы. Вот посмотрите, как должно выглядеть украшение башкирской девушки. Это у нас головной убор. Тут у нас нагрудник. Нагрудник защищает от стрел. И также все богатство здесь. Сзади Позвоночник. у нас позвоночник. От тяжести у нас выравнивается позвоночник. Вот на мне сейчас сколько рублей? 7 тысяч? И 5. 12 тысяч рублей. Видали? Всего лишь 12 тысяч рублей. Ага. Да. А выглядит, как будто на мне 3 миллиона. Есть Работает. такие вот по 60 тысяч продают. Вот. А у вас? Самый дорогой сколько стоит? Нет, вот такие дешевые у меня. Расим апа, я точно уверена, что сейчас зрители посмотрят и вам будут звонить, Ну, чтобы очень. заказать. А вы почты будете отправлять? Да, конечно, Азон, блин. Озон bilan жібересіз? Дорогие друзья, если кому-то приглянулась вот такая национальная одежда башкирская, номер телефона в описании к этому видео, Расима апа. Она вам покажет, что у нее есть, отфотографирует. Она вот этот пара. Не одна. Вот даже... А А вот пока это-то одна. Даже вот у меня нет жениха, и даже тут одна. Даже во сне жених не приснился сегодня. Меня еще Фейруза пойти. Эй, на новом месте приснись жених невесте. Шиш! Это невозможно красиво. Конечно. Я хочу вот эту купить. Это невозможно красиво. Невозможно? Как мне идет, какая я красивая. Вы тоже в меня влюбились только что? Оу! Иду сюда. Манда из бисера вот это будет красиво. наши Уральские горы. Вот так вот. Уральские горы? А, Да. это будет, да? Будет. Вот здесь вот сделаю вот такие Уральские горы. Солнышко. Я не хочу снимать. Сама тоже. Я хочу в этом остаться. Приготовила. Да, делать надо. А сколько дней занимает у вас вот одна, например, Неделя где-то, не, наверное. за неделю, но вы быстро делаете? Она очень шустрая. Быстро Это делать. на вот этой вот машинке производятся ваши все чудеса, да? Нет, там машинка. Там Машинка еще Тула? есть, и здесь машинки есть. Сколько лет этой машинке? Ой, давно уже. Ну, Это самый старый. Тула, наверное, вспомнит. Это тоже. Ну, это уже новее. Я раньше швеей работала над умницей. У меня все дочери дома шили. Да. Сложно им я сама шила, прямой шов я им давала. У меня мама, когда маленькая была, у бабушки машинка была швейная. Она приходила к ней, а бабушка ей ткань не давала шить. Аньке в огороде яблоки срывала и яблоки шила. Потому что нечего было шить. Ну, обрезала их и шила опять. Радик, убери вот этот мусор. Так говорит, да? Тегелей былай нейвей. Киши келгенде хоть убери. Муж говорит, когда хоть люди приходят, убери. Убери вот этот вот. Мында я белый хочу делать, подарок вот такой вот Ленина. хочу Да, делать такой. из белого материала. Так уеду қазір жеңгеге. А? Башқұрт талқасы алып келді бәрмина. Что принесли? Башқұрт талқасы. Да? А, башкирские сережки, говорит, привезла. Ва, Белые. Ой, как красиво. міне кәшім оңға келді, специально күлім саған. Рахматил барак. Смотри-ка, под цвет тоже. Әйе. Ну, какая красотка у нас. Какая красотка. Главный Отырдың? под цвет, это наверге болды. Да. Это Ой. наверге под цвет. Специально же вышла.
Всем вышло. Ну красиво же, да? Что ваша жена, смотрите, делает? Вообще красиво. Вообще на совершенно. Истахулла. Мешок-то ходом, шок каттым. Bakayım ben. Вязаные куклы. Вот, вижу, цена 600 рублей. Ой, я в шоке, я в шоке. Лебеди, конечно. Ой, я петухов люблю, кстати. Ne? Вот такие детские тюбетейки вяжут. 250 рублей. Таких, говорит, редко же вяжут для детей. Для детей нету, 250 для маленьких. Именно. Она 8-летнего купили, 8-месячного купили только что. Я так вот захотела, да, вот это 7 тысяч. У кого есть возможность, обязательно себе приобретите. Şimdi bakmayacağım bir tane. Тағам. Ben bize onun yüzünde bizeyim. Herhalde şu cizgisi kirip. Мына оларын биш біз апшақтым енді мен аның нетіп оларын машина белән тігіп шолпан краек етіп шолпан тікті де мен дальше мыналарны Бишкек танып қайттым міне өзіміздің жақта болмағаш мына оларны тоже Бишкек танып қайттым міне украшать етуге Из Бишкека алып келдіңіз? әйе мына письмалар мында подходящих не было вот таких вот Бишкектан. А вот вы в Бухаре были, в Узбекистане, в Кыргызстане были. Да, 42 года тому назад уехал и пропал троюродный брат, 54-го года рождения. По интернету я его нашла. Туда ездила, жди меня. Да вы что? Встретились, 100 тысяч денег кончила, паспорт ему получила там. Потом, чтобы его сюда привезти, надо было визу оформлять оттуда. Пока я визу оформила, 15 дней осталось привезти его, он пропал обратно. Потом как? А сейчас? Нету его. Это сколько лет назад было? 5 лет тому назад. И больше не нашли? Нет. А почему пропал? Чего вот? Не знаю. Первый раз зачем пропал? Обиделся, уехал и в рабство попал. У меня аж мурашки. Овес У меня аж, спас, смотрите, короче. мурашки. Кетуши было берган толларда. Ой. Аж... У него зубов нету, волосы черные. Он нормальный, короче, как молодой, но зубов нету. Первое время пил, потом бросил, овес спас, потом оттуда как-то ушел. Его нашли там, по улице шел, без документов, без ничего. Короче, один милиционер себя забрал, он да, сарайында отқарап жатқан ол. Шунан интернет аша, я из Башкирии, из такого-то района, я такой-то дегенде, интернеттан написали, кто Хакимова Насыра знаете или нет. Я написала, отправьте фотографию. А у вас есть его фотография? Есть. Потом отправили, и я поехала туда. 5 лет. Нет сюда. Ни духа, ни слуха. А где он примерно находится? Примерно вот. В какой стране мы? Казахстанда, Алматадан недалеко, бір поселокта, пропискасы там. Ага. Он, короче, телефон оставил, обыкновенный телефон кнопочный, зарядник оставил, взял сумку, ушел, дейлат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Наверх поставлю, потом поменяю. Так, в 11:30 где-то надо будет снимать. Mesela sen yenge? Йокламыйсың мен рәсем әдиләр. Мәйтәм мин йокының шүлмәге. Ну, 20 чем-то видов было здесь. Вот такие вот у нас тапочки по 350 рублей. 24 фасона было здесь. Сейчас, наверное, дети увезли. Угу. Вот эти красивые, смотрите какие, как паутинка. И вот эти красивые. Ой, и вообще такие красивые, ужас. Охота самой надеть. Я такой фасон увижу. А шали почем? Попробовать. Была по 500. Тоже фасоны разные. О, тут у нее что только... Надо еще красивее есть. Это вот по 600 рублей, наверное, русская девочка. Да, национальный миллер. Башкирка рядом стояла. Дружба народа. Это же вообще... Ее можно и как шапку носить. Ее можно и на чайник сверху ставить. Чайник. Идет, да? Ой, А Мила всегда все красиво идет. Это вообще шедевр.
600 рублей. Вот такой. Муж говорит, всегда природу не делай, цветы давай делай теперь. А это что такое вообще? Нерсейшинбу. Для чего это? На стену вешать как-то это. Как картина, да? Картина. Ага. Деревенские дома, где бревно, Да. закрывать же надо там. Да. Вот туда берут обычно. Это все тоже коврики на продажу? На продажу им И дают. сколько стоят такие ковры? 1200. Вот эти только не продаю, вот два. Еще Потому что внуки кукареку делают и... вторые я еще не вязала, второй нету еще. Ага. Образец надо. На этих ковриках что делают внуки? Манда фи-фи-фи-фи-фи-фи. А здесь гордый лебедь, вот так вот. Да. Где цветы, они как цветок улыбаются. Где клетка, они стоят, тихо смотрят. Клетки. Вы понимаете, да, что у каждого коврика есть свое обозначение. Что на нем изображено, ты должен изобразить это животное. Лишь бы на телефоне не играли. Да. Вот Вот это детский намазлах, да? Да, намазлах. А такие почем? Каба. А, я не продавала. Это вот Так. тоже ручная вышивка. Ручная вышивка мне. Я кабу целиком скопировала, короче. Ага. Вот здесь вот черный камень. Мне кораташ. Вот он, черный камень в кабе. Внутри там. Манда следы этого пророка. Угу. Все там скопировала. Я целиком не стала вышивать. Эти только сделала вон. Ручная работа. На свадьбу брали такие. Это рассвет, да? Да, У рассвет. нас рассвет. Издалека. Если вешаешь, хорошо видно. Ага. А это у нас закат. И такие сколько стоят? Вот такие 3500. Ага. В середине был обед. Солнышко, радуга, река продолжалась. В середине продала. Ради кабында. Şapkatı. Шокотоп. Муж стоит, удивляется, какое чудо-женщину 48 лет назад взял в жены. Чисто случайно увидел. Да. Удивляется, что за чудо у него дома сейчас. Чисто случайно. Ради кого? А вы жене комплименты делаете? Почему? Не умею. Совсем? Ну вот сказать, минем матурым, жаным, син бик матур, такого нет, да? Иногда. Yok, motorum silgan yarım sağlam, umam andi sözlerini вообще etmiyor. А сіз айтасыз? Тоже yok. Я говорю, жене комплименты делать, он говорит, не умею. Я говорю, ну там, моя красавица, душа моя. Она говорит, нет, ты что, вообще таких слов не говорит. Я говорю, а вы? Она говорит, я тоже нет. А сіз зачем не говорите? Я не знаю. Bunu kiskelesi После меня 5 мальчишки, Да, я росла как мужик. командир. Командир. Да. Меня делаю, смотри. Наша это поямында. Это вот мы берем лоскуты, Да. и лоскуты пропускаем. Режем где-то 1,5 сантиметра. Этот оставляем там. Наверное, еще меня поправляю, или чтоб Покруглее. не калмасын için. По сути, вот такое приспособление дома сделать вообще же легко. Я вам даже покажу домашнее исполнение. Вот. Радик, вот такие рамки продаем по 1000, а большие вот на эти, этот 1300. То есть это любой человек может делать, что ли? Конечно. Сейчас сама попробуешь, я тебе покажу. Конечно. только. Смотрите, что она делает. Вот. И что это будет? Это клубок же не проходит через эти нитки. Ага. Эти. Вот ласточку делаем, вот такую вот, Ага. это как ласточка. И вот потихоньку вот так вот тянется, выходит. Это, говорит, любой человек может делать. Любой человек. Я уже сколько людей учила, рамки Радик сделал. Смотрите, она хаотично расставляет, но она говорит, что у нее узор в голове. Это для меня хаотично. Что-то я слышу, там ради кабы посуду гремит, что ли? Моет, наверное. Моет, да? Мы приготовили, посуду за собой не помыли. Мне шляптрас, да и все. Қарлығаш түгіл ме, ласточка? Қарлығаш ма ол? Да, сырщик, это же этот. Снегирь ма? Қарлығаш. Сыйырчык деп аталы ол. Да? Нейде? Қарлығаш түгіл сыйырчык деп аталы. Karlaş duruyor. Татар тілінде. Karlaş Сыйырчык ütüze. Karlaş А что такое? ласточка. Ну? Сыйырчык птичка обыкновенный. Сквари. А мен айтып қарлығаш. Karlaş ласточка. Қарлығаш ласточка. А ол сыйырчык деп аталы. А сырщик это что? Бейни. Птичка обыкновенный. И вытаскивай сейчас пальчик.
Как вытаскивать? Вот так? И вон, да? Да. Просто засовываю. Просто засовываешь. Ой, бисмиллахир-рахманир-рахим. И вот так вот. Сейчас можешь туда идти, гора получается. Да. По нижней, да? Да. По нижней. Оп. Всё. Пропускаем. Вот так вот делаем. И вот так. Да. Нижнее. Пропускаем. Вот так. Эту опять широко оставляем. Вот так. Вот так. Где-то отсюда тоже. Вот отсюда, наверное. Да. Вот так, вот так. И просов. Ой, как интересно. Ты же вообще... Это невозможно интересно. Интересно, вот эти за 3 дня вот эти вот делаю. Насколько я эмоциональный человек, кутимда бабасыр, да? А это прям охота сидеть. Охота сидеть, узор устав. Сразу Мне кажется, знаете, кому надо вот такие узоры делать? Пенсионерам всем, кому дома скучно, мелкая моторика. Да, мелкая моторика. Да. А мы сыерчик шрап харали. На большой палец, на маленький палец. А ты вот так вот. Ага, все поняла. Ага, да. Восьмерку была индова. Ага. Верно, давай это ура-ура поем, да. Я хочу теперь... Как это хоть называется-то? Это качество, да. Качество, да? Именно вытаскиваешь, и все, мне. Без проблем вытаскивается. И все, хазар ты катаван дальше китайский. За сколько дней можно картину сделать? За 3 дня. За 3 дня? Что хочешь, что и можно делать. Интересно, ма? Вообще интересно. А я, ну что, ты вошли сам, да и все. Дайте, пускай кипит еще. Курица не показали. Вот. Балышлар готовый. Пышмак готовый. Ревень пирожки. Вот это хозяину. Немножко закипит. Мясо с картофелем у нас уже выловили. Ой, сам кушкиным. Больше не Соседка пришла. Лида, давай, иди сюда. Да? Ясим, укол Ясим меня организовал. Залга, пошли. Сейчас мы накрываем наш стол. Выносим все угощения. Замси, здравствуйте. Кызыгызма? Дочка приехала. Чулпан зовут? Да. Меня Эльвира зовут, рад познакомиться. Взаимно. Чем приехала дочка? Я смотрю, у нее руки тоже не пустые. Мам попросил привезти. Мясо ставим на стол. Вот такое мясо. Как это все я делаю? Да? А я думала, напекла. Мама говорит, все сама напекла, без чьей-либо помощи. Треугольники, вот это все я делаю. Молодец какая, думала, у меня мама. Нет, мама, у вас правда молодец. Вот смотри, какой подарок. Да, вообще, даже подходит, да? Да. Сегодня я познакомилась с вашей мамой, я увидела, что она делает своими руками. Я настолько осталась в шоке, я осталась без слов. Какой-то талантливый человек. Я не сомневаюсь, что у нее дочь не менее талантливая. Салон свадебных и вечерних платьев. Я шью платья невестам. Вот моя потенциальная клиентка. Вы Так у меня еще обращайтесь. жениха нет. Ну, будет. Так что имейте меня в виду. Необычные платья, которые нет у всех, пожалуйста, ко мне. Welcome. Если у меня когда-нибудь появится жених, Обязательно появится. то вы мне подберете самое лучшее платье. В каком городе нужно приехать к вам? У меня здесь в салоне в Мияках. Как Салон город? мой в Мияках. Как город Село называется? Киргиз-Мияки, Миякинский район, Республика Башкортостан. А почему у вас называется Киргиз-Маяки? Потому что здесь проходил караван, здесь ставили маяки.
чтобы держаться правильно Да. пути. Киргизы проходили, вот называется Кыргыз Маяга по-другому. Это одна из версий. Ага. Одна из версий. Другая версия, что нашли камень, каменную плиту, и там было написано Киргизка. Была река, ее река называлась Миякинка, поэтому Кыргыз Мияки, вот так вот. Несколько версий, но точно какая из них правильная, никто не знает, только вот варианты такие. Ну, то есть допустить вариант, что здесь жили кыргызы, скорее всего, нет. То есть, Они мимо проходили, скорее всего. да, вот как Кыргыз Маяга, типа. Да. Я удивилась названию этого села. Киргиз Миякен называется. Сережки тоже ручная работа. Здесь у нас в Мяках очень много живет талантливых девушек, мастериц. Вот, бисероплетение, например, это тоже ручная работа. Необычно. У нашей местной мастерицы я заказала, это тоже вот. Вот давайте, смола. сколько, например, стоит вот такой вот вы заказали? Может быть, там 2-3 тысячи стоит, не знаю. Сережки когда покупали, сколько стоит? Тоже несколько лет назад, 800 рублей они, наверное, Ну, сейчас стоили. уж, конечно, не купишь, наверное, за 800 рублей. Ну, вот Ну, эту вот блузку тоже я сама шила. Почти все вещи, которые я ношу, шью сама. В прошлом году у меня была клиентка из Уфы, девушка. Она участвовала в конкурсе «Миссис Мира», который проходил в Лас-Вегасе. И вот я ей шила платье для того, чтобы она представила нашу республику. Именно Башкортостан. Знаете, вот у меня в этом видео за сегодняшний день вот такие ощущения от зависти до восторга, от зависти до восторга. Когда люди говорят, что они что-то умеют делать своими руками, конечно, я восторгаюсь. Но я завидую, что я не умею делать своими руками. Увлечение. Вот, а я не умею ничего делать, но, может быть, я никогда и не пробовала. Мне не Для интересно. меня это как медитация. Я не могу сидеть спокойно. Мне надо что-то делать скорее, куда-то переключиться. Я очень активный человек. Я знаю, что вам поможет. Что? Обычно многие женщины начинают что-то творить в декрете. Так что, То есть когда у вас платье у нас есть, декрет нам нужен, чтобы я начала что-то творить. осталось жениха найти. От скольки вообще свадебное платье? Вообще у меня до 50 тысяч свадебное А платье. какое вы самое дорогое платье продавали? Около 50 тысяч, а в салоне они 200 стоят, 50 тысяч 100, самое 200, дорогое. да? Есть ли какая-нибудь примета, чтобы быстрее выйти замуж? Это первый вопрос. А второй вопрос, можно ли заранее купить свадебное платье? Не надо. Я таких примет не знаю. Для себя, кстати, я хочу использовать, я тоже невеста. Хоть и у меня и 5 детей. Вы не замужем? Я не замужем, да. О такой примете слышала, что в какой-то день надо помазать медом. Вот это родственник Я или только в мама, яблочный или спас сестра. знаю. Да, и медовый в этом спас или медовый спас, наверное. Да. По-моему, обувь надо Да, подошву да. намазать, и в этом году выйдешь замуж. Я вот это знаю. В этом надо году- будет попробовать, кстати. В этом году, когда у нас там или яблочный спас, или медовый, спас, как-то вот скорее так всего, называется, потому да. что медом надо мазать. Все, я буду в этом году мазать каждый день Не медом ты, подошву. а должна родственник, или мама, или Родственники. сестра, там, или тетя. Родственники, мажьте мне в этом году каждый день медом обувь. Если вы еще не знаете, когда будет свадьба, размеры могут поменяться, во-первых. Нельзя Во-вторых, купить. мода может поменяться. У вас есть страница в Инстаграме, я как Конечно, посмотрю? конечно. Да, вы есть. мне ее дадите, пожалуйста. Обязательно. Я, может, со зрителями тоже поделюсь. Так-то... Ага, потом все самые красивые платья купите, я никогда так замуж не выйду. У меня в основном платье на заказ шьем. В наличии мало платьев, в основном на заказ. Ну, я хочу просто посмотреть, интересно, вот какие работы. Меня очень это заинтересовало. Теперь еще сильнее охота замуж. У вашей дочери чей характер? Мой, наверное. Очень сильно похоже, что ваш. Такой, Характер, да. хваткий, крепкий. Она Такой попугаев продавала. У нас вот как большой шифонер был Попугай. трех. Разводила волнистых попугаев, продавала и себе вещи попугаев покупала. разводила и Приставку продавала себе сама на купила. рынке. Она сама себе с малых лет этот, То есть можно сказать, что вы на попугаях поднялись? Я считаю, что залог семейной жизни зависит от женщины, ее терпения, от мудрости. Мгм. Вот от этого. То есть Да. вы хотите сказать, что... Именно, может быть, в нашей семье. Может быть, конечно, у всех по-разному, где-то мужчина рулит. А в вашей семье? В нашей семье мама рулит. А кто уступает чаще, например? Вот Чаще папа уступает. папа, да, уступает чаще. А знаете, чтобы в семейной жизни не ругались муж и жена, что надо делать? Что? Или воды в рот набрать, или молитву читать. А знаете, кто это сказал? Великий человек, ваш отец. И соседка говорит, моя идет. Давай, толкай. Сил нет, что ли? Бу менде юк эме ал. Бар еді ма? Теге мотор шашага татырган эме. И сами сіз? Гомер буена математика окытты. Мой самый любимый предмет в школе — математика и история. Это мой любимый предмет, говорю, математика. Сейчас научу. В таком возрасте, 78 лет, репетиторствовала пара. Это натуральные все соки? Мама все делала. Без никаких примесей. Бу нәрсе бит ол? Бо абрикос, яблоко по запаху.
Яблоко. Как раз у меня железа нет, мне полезно. Рахмат. Яблочный сок мы будем пить. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز وصلى الله kardeşlerim. برحمتك أرحم الراحمين. После молитвы можно приступать уже к еде. У нас сегодня очень вкусный обед. Повар, со старших начинаем. Ради кого, говорит, с гостей надо начинать. Я говорю, нет, со старших всегда надо. Без ничего же, без добавки. Шелпан синяя Ну, я кислое люблю. У вас такая форма губ красивая. Четкий контур. Вы карандашом красите? Нет, это в 8 году татуаши сделала так. Блатновая. Выпили бакбарали. Ой, ну sizning ашыгыз нинди тәмле. Густой суп-лапша с зеленью, наваристый бульон, картофель. У нас, смотрите, сегодня какой красивый суп. Очень много лапши, суп густой, наваристый бульон. Здесь картофель, зелень. Ой, как вкусно. Здесь у нас мясо, тут баранина, да, картофель. Здесь у нас курица домашняя. Тоже на костре варили. Тут у нас бабак-балеш, ышпышма. Вот такой вот у нас с вами сегодня вкусный, мясной, роскошный, потрясающий стол. Сейчас рахатляны тянный трепоши. Давайте возьмем бабак-балеш. Вот такой вот он у нас красивый. И на наши похоже. Это же татарское чудо. 9-е чудо света. И лапша. Долго будет говорить. Такое вкусное хрустящее тесто. Тесто ты моя. Еще тонкое. Пить охота. Сок. А будет нарса? Вишнева? Тоже без сахара, что ли? Без ничего. Аминь. Рахмат Бекзур. Бек там не буду. Все, мы поели, перемещаемся в дом, а то ветер поднялся. Bu kim yurtim bilan yurdi, да? Подружка в гости пришел. Ну, когда-нибудь говорили, что у вас очень красивый нос. Смотрите, у него очень красивый нос. Нет, я бы не сказала, но это подарок моего отца. У вас очень красивый нос. Я первый раз в жизни человеку делаю комплимент, что у него красивый нос. Я никогда в жизни такого, мне кажется, не говорила. Звание «Самый красивый нос» присуждается вам. Ну правда. Ну правда, аккуратный, хороший нос. Я пошла в баню, пока там сидят, болтают, я пойду сполоснусь. Ох, взгляните, какая у нас здесь банька. Ой, красота какая. Немедленно подайте мне пить. Красота какая, друзья, всех с легким паром. Я искупалась. Сейчас что поделаем? Давайте песни попоем. И домой будем собираться. Устала, вообще сегодня ночью не спала. Но вы сами все видели. О, красота. С легким паром, Эльвирочку. С легким паром. Рахмат, я искупалась. Ой, рахат, балда, рахат. Рахат. Скучно только, одна же пошла. Buncha сөйлешіп отырға қымыз ішіп ақыт. У нас в чем дело? Это что такое, сізнікі? Ой, это же башкирские. Это же девичьи тюбетейки. Нешесім? А нешесім? 5000. 5000? Одна штука? Да. О, уже клиенты звонят, что ли? Снизу перчики, узоры.
Вот так, Да? Ну чё, как? 5000, да, стоит такая тюбетеечка? Смотрите. Это колпак называется. Колпак. Смотрите, вот такие вот тюбетейки по 5000. Но я думаю, что это будет актуально для тех, кто интересуется культурой башкир. Кому это нужно. Мне все очень нравится. Я бы себе, наверное, все на свете бы купила. Но столько денег у меня нету. Для молодоженов. Узелы стиляс, да? И сколько набор стоит для молодоженов? Ну вот это 3, Ага. а то 5. 8000 рублей. Вот такой вот набор. Для молодых. А вдруг у кого-то никак вот скоро, имейте в виду. Еще что у вас необычного? О, это из войлока тоже сами делаете? Да. Это жвелка. Это мужская. Да, это мужская. Вот лей. Мне кажется, он не идет. Кейбірек формасын бұттым. Ирах. Мына енді бұрынғы айтып пішілеймін. Это вот древняя наша тюбетейка. Да. Мужская. Ну, вот. Это вот современные уже. Вы только тюбетейки продаете? О, тут целый клад. Это надо вот так. Ну вот, когда девочка рождается в семье в Башке, Ага. сначала одевают маленькую тюбетейку. Оденьте уж, пожалуйста. Вот сначала вот это, накосником. И... Хоть что-нибудь оденьте уж, пожалуйста. На тебя? Да. Или это просто нельзя одевать? Почему нельзя? А? Почему нельзя? Вот этот головной убор, когда одевает уже девушка, да, это можно ее выдать замуж. Это ее паспорт уже о том, что говорит. Невеста. Что ее скоро сосватали уже. Нет, сосватать можно. А, она свободна. Да, она свободна. Если что, имейте в виду. Ой, как красиво. И сколько это стоит? Я не продаю это. А вы просто похвастаться носите? Нет, я объясняю детям, какие головные уборы у башкир было. Вот надо в чем ходить, чтобы тебя сосватали. Ну, только башкиры поймут. А мне татары нужны. Это нагрудное украшение рода Тамьян. Это защищает сердце от стрел, богатство девушки. Это парное. Это паспорт. Да. Человек, который видит человека первый раз, если мужчины одевали все одинаково, то женщины украшали себя, так ведь? Украшали головным убором. Я не совсем вот поняла еще, в какой семье я нахожусь. Она смешанная татаро-башкирская семья. Но в этой семье я увидела настолько рукодельников. Люди умеют делать своими руками, восстанавливают свою культуру, берегут свою культуру, чтят свои традиции. Также они, видите, восстанавливают свои украшения, национальную одежду, стараются все это сохранить. Я в восторге. Да, вот этот род Минг. Ага. Вот сейчас Мякинский район, он находится на территории мингцев. Вот это, наверное, это какая-то типа сильно богатая семья. Ну, это историческое значение имеет. И не сейчас Самбутра. Я ее не продаю, потому что это реконструкция. Вам не кажется, что женщина с красивым носом пришла просто хвастаться перед нами? Что у нее есть, а у чего у нас с вами нет и не будет, похоже. Ну, это паспорт тоже. И везде написано было раньше, чья дочь. Не имя человека, а писалось промысел отца. Например, пчеловода, лесника. Вот этот, она парно висит вот так. Да. А когда умирает муж, ее ставят в один ряд, сулпа убирает уже. Вот она же, когда идет женщина, Гремит. гремит. Незамужняя девушка должна вот так греметь. Вот это головной убор уже женщиной. Когда выходит замуж, Она будет длиннее и богаче у нее. Да? Она все равно ничего не продает. Из зеркала посмотри. Ой, ну там, наверное, красота. Я сейчас упаду. Вы, наверное, все упали там уже. Команда хвастается, хвастается. Ай, Аллах, ай, Аллах.
Әйбәт сүзләр әйтәсезме, кроме и Алла? Рахмат, рахмат. Кирешеп тора үзеңә. Ты успела, да? Нет еще. Нет еще, да? Вот эти вот я делаю вон. Чулпан вот шопер шьет. Чулпан Акзамова? Да. Дочка шьет. Тоже это Вот эти вот я делаю все мелкие. Да. Очуметь. Очуметь. Ладно, меньше шляпик. Да. Ватканда еще мотор бар? Я вот официально заявляю, что то, что сегодня я увидела в зеркале, вот с этим украшением, это самая красивая девушка в этом году. Вот это да. Беремге хайыр. Дұға қыл. Коврики кому какой нравится, кроме моих цыплят и курицы? Что это? Это не нравится имя. Кого нравится? Берите, мало и Мне берите. нравится. А? Нравится. Бери. Просто Я думаю, что происходит? Фейруза подарок себе выбирает. Да. Ты себя выбирай. какой. Нет, вы что, это такая Возьми. ручная работа. Нет, который ты хочешь. Вот. Давайте, какой вы сами хотите. Такой мы. Нет, я же твой вкус не знаю. В городах, Кроме кого нельзя брать? Манавларна нельзя. А лебеди можно? Можно. Я хочу такую же семью крепкую, как ваша. Ваша семья для меня является примером. И хочу, чтобы мой будущий муж был мне верен, как лебедь, и я ему, соответственно, тоже. Вот за это спасибо большое. Рахмат Сеслебецу. Спасибо. Мне, посмотрите, какой роскошный подарок сделали. Я качка шабис. Теперь у меня дома будут свои лебеди. Эй, Фейруза, пойди карчика шепс. Менің үйде лебеди будут. Ой, карчика шепс. соревнования будут тарамында. Соревнования, смотрите, у него шахматная доска. Это же моя самая любимая игра. Друглар бар, келе ойнайбыз, шахмат ойнайбыз инде. Аларга барам. Әле менә быел да соревнование булган, бер мәртәбә. Былтыр булды, ике соревнование. Катнашабыз инде. Это что такое было? Это хайран, носом играешь. Дуешь носом. Мана дыркасына носом дуешь, вот отсюда вот звук выходит. Я первый раз так. Как называется? Хайран. Хайран? Удивление. Хайран. Да, я знаю. Да. Это... Удивилась же вот. Удивилась же вот. Я. Так и называется хайран. А если насморк? Пузыри, наверное, вылетят отсюда. Мен башлым да сен ой хилле. Минем тоже бар? Сеники кулызмыни? Ты тоже играешь, да? Нет. Стерильный, эйбат подбет тәләди халатына сөрттегә укылмада точно шулай. Прекрасный звук. Никем тауши. Ну, недалеко ушел уже. Более такой позвоночник. Стерилизуем. Стерильно. Стерилизуем. Протираем. Я вообще не умею играть. А что? Еще пашек. Да. Умеешь ты. Это с Монголии. Валама тошушылар килгән үлчәүләр бар микән? Әҗәлгән дару бар диләр мәхәббәткә бар микән? Ой, хилело, ой, хилело. Ой, хилело, ой, хилело. Валама турим, алманың түгәрәген, хәзер ниләр уйлый икән мәхәббәт күбәләген. Ой, хилело, ой, хилело. Ой, Эй, молодец. Красота. И қолым ауыртағына. Лампочка янамы дисәм, синең күзең ялтырай. Әллә гашык булдым инде, бөтен җирем калтырай. Ой, хилело, ой, хилело. Үзеңә гашык булмадым, гашык булдым ярыңа. Кодагый мине сөя дип кәперәеп йөрмә. Ой,
Ой, хилилау, ой, хилилау. Әйтей, кез біреу ойнағыз. Ой, нәрсәне? Бас кызым, әпипәнең уйнап карый гарайда. Болар ма екенсің? Болай инде. Синің басқа күндеріңе міне китеріп басам. Басқа күндеріңе міне китеріп басам. Әйде, өзіңе бір әдініне Опа. Она оттуда как-то заказы делала. А стерилизовать? Стерилизовать? Зараза не пристает. Ну что, я ем, да? Вот это мне вообще, конечно, удивило. У меня сейчас насморк, я не буду пробовать. Дай ты, босса. Эх ты, яблочко, куда ты катишься? Bunda koşullara gerek kalmıyor. Да. Эх ты, яблочко. Миндагафур Зайнетдинов, ул бит народный артист, мына шушы не буенча, кубызлар буенча. Я первый раз вообще увидела, для меня это было открытие. Син ди что бер генә нотаган итәсең, тренироваться итли. Для меня сегодня Тренироваться этот надо, край был открытием, что здесь живут такие надо люди. говорить. Хунарманты, Никогда ремесленники. тренироваться никогда. Я удивилась, какие здесь искусные мастера люди. На все руки они мастера. Они и петь умеют. Они петь умеют и не просто ртом, и носом, и всем, чем могут. Я, Всем чему. оказывается, насколько богатый наш край. Богатый именно на людей. Действительно. Я вообще... давно я так сильно не удивлялась. Очень. Бездельников терпеть не могу. Мы уходим тогда. Güllerge konsa güller titrelemeyen Kubelek güllerge konsa güller titrelemeyen Ul bemine sağınlanda kubeleğim tuğeregim Vasıl kışım sandıgaşım Jırlap jiberemiken Vanda güllerge Тугаряем, потрясающе. Без Рахмат. репетиции, без ничего, Айна. Это было Без замечательно. репетиции, без Я, ничего. Бекзур Рахмат, очень рада познакомиться с вами. Я увидела образец для подражания. Я увидела Да. пример для молодежи, как нужно жить, как нужно беречь свою жену, беспокоиться, налила ли она себе чай. Когда вы с женой спорили последний раз, он говорит позавчера, а так говорит, чтобы не спорить, либо в рот воду набирать надо, либо молитву читать. И будет в семье счастье, и 48 лет проживешь душа в душу, рука об руку, с молитвами и с водой. Будьте здоровы, 50-летие, чтоб, дай бог, все приехали. Ой, bir çok kısalız, kilemiz, kilemiz. Нәрсе олау? Bu birisine koordinat mıken? Bula. Bunda elde niş atıp. Buna deli. Ayy. Onlar olmuş ne? Все. Еще. Жиров какой смотреть? Это, знаете, татары не просто кушталеш белән китәләр, җирләрен казып. Мынасы нәрсә икән, мынасы? Масла даже. Сортовой малина, Радик, она сортовой малина, ну пора. Камень, что ли, там? Якынрак. Вот. Вот. Корень хороший? Ребят. Корень хороший. Феруза выкопала пол огорода.
Друзья мои, на этой прекрасной минуте пришло время заканчивать это видео и прощаться с вами. Сегодня у нас с вами был действительно очень-очень интересный день. Я сегодня очень много удивлялась, очень много смеялась, очень много узнала нового и замечательно провела время. Надеюсь, вы тоже вместе с нами сегодня провели время. Я не ожидала, что в Башкирии живут настолько открытые, добрые, искусные мастера. Здесь просто замечательные люди. Помните, что вы у меня самые лучшие. Берегите себя. А вот теперь пока-пока. Мне еще с собой дают еще гостинцы. Тут у нас Илыш Пышмаклар, Бог Бәлішлер. Рахмат, мы с вами сегодня домой уезжаем. Не просто не с пустыми руками, а с огромными сумками. Рахмат, Рахмат Бегзон, спасибо, очень рада познакомиться. Спасибо. Невероятно приятные, невероятно хорошие, замечательные люди. Рахмат, вот я говорю, вы для меня пример идеальной семьи. Я тоже хочу так же. Я же говорю, она хотела к вам приехать, видно, Казаннан шақырып, алып келді. Поедем, говорю. Очень хитрый. Очень хитрый Фейруза. Фейруза Апаға всегда спасибо, она мне находит съемки. Благодаря ей я нашла очень много съемок. И Фейруза Апа всегда меня старается, находит самых лучших, самых интересных людей. Молодец, Тайнда. Да. Өзімден ішуалі. Она шишкелер полы. Да. Надеюсь, вам очень понравился этот выпуск. Мне невозможно сильно понравился. Невозможно. Это был замечательный день и будет. Все, пока-пока. Тағын келем. Күтіп тұрыңыз. Ярар, пока. Че, все, погнали? Пи-пи-пи. Пи-пи-пи.